Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее видео – прямой эфир о суде, который прошел 13, то есть сегодня, марта 2025 года, в деле об убийстве Ирины Фарион. Началось судебное заседание в 10:30. Коллегия судей та же, в составе 3 судей, плюс запасной судья, пока не выяснен его статус, находится ли он там просто как слушатель, либо он заходит в совещательную комнату, трудно сказать, но 4-й судья, как бы запасной, там сидит. Состав. Какие изменения в составе? Ну, во-первых, отсутствует Романык. Это адвокат Софии Особы. И, если честно, в ее отсутствии дело идет поспокойнее. Петлеванный как-то поникший в такой ситуации. Ну и более потерянной выглядит София Особа. Поскольку состав вот такой вот, коллегия не изменилась, тот же Петлеванный, это значит, что адвокаты Зинченко не заявляли отвода ни Петлеванному прокурору, ни коллегии из судей, ни секретарям судебных заседаний, которые запускали трансляцию, которая вынырнула из кармана Петлеванова. Ну, об этом я подробно говорил в прошлом видео о судебном заседании 10 марта, которое состоялось. Вот, то есть адвокаты решили не прислушаться к моим советам о заявлении отвода Петлеваному, который, значит, не передал доказательства в суд, и суд позволяет Петлеваному продолжать вытаскивать флешки из своих карманов, значит, потом эти флешки перестают транслировать видео, ну и все такое. Ну, короче, посмотрите подробно об этом в прошлом моем видео. Сейчас пойдем дальше. В сегодняшнем судебном заседании 13 марта продолжилось исследование доказательств, и Петлеванный предоставил коллегии судей копию осмотра места преступления. Ну, по всей видимости, копия была предоставлена, как оригинал доказательства, хотя эта копия оригиналом не является. Проверка на фальсификацию этой копии не проводилась. Это значит, что и в дальнейшем доказательства будут находиться не в суде, а в загашниках у Петлеванова, и, следовательно, он может манипулировать этими доказательствами. Видно, что адвокаты просто боятся заявлять отвод, и единственная возможность добиться соответствующего рассмотрения исследования доказательств в таком формате, что все доказательства должны в полной мере быть переданы в суд, возможность только если Зинченко сам лично заявит отвод Петлеваному, отвод коллегии судей, отвод секретарям, а рассказать о том, что он имеет право на такой отвод, может его мать, поскольку право на звонок матери у Зинченко есть. Не знаю, как Зинченко решит этот вопрос, это уже его дело. Видео было запущено, на видео видно, как происходил осмотр места преступления, как фиксировались волосы Фарион на бровке. И это означает, что вполне возможно, что эти волосы там оказались при падении Фарион, и при этом падении она могла удариться затылком о бровку и получить в результате травму. В составе группы следователей, которые проводили следственное действие, осмотр места преступления, почему-то оказался некто Михайловский. И на это обратил внимание Немировский, адвокат Зинченко. Этот Михайловский появился там в составе группы следователей и
людей, которые имеют статус следователей и занесены в реестр следователей, в отличие от них, Михайловский в реестре следователей не содержится. И непонятно, в каком статусе этот Михайловский вдруг оказался в составе группы следователей, которые производили следственное действие. Фамилия Михайловского, как оказалось, была вписана в протокол следственного действия, осмотра места преступления, позже, другим почерком, другими чернилами. Ну, фактически, следственное действие в этом смысле, как осмотр места преступления, сфальсифицировано, то есть поскольку вот такие протокол этого следственного действия был сфальсифицирован. И что важно, что вот этот осмотр, он касается в том числе и забора материала для одерологической экспертизы, которую в таком случае можно обоснованно ставить под сомнение. Ну а все поставленные под сомнение доказательства, они трактуются судом в пользу обвиняемого. Что было дальше? Ну, дальше я видел видео, как Зинченко дает интервью корреспондентам, и его спросили, как он относится к тому, чтобы пройти обследование на полиграфе, то есть на детекторе лжи. Зинченко сказал, что вы, по всей видимости, не в курсе дела, что уже поздно проходить обследование на полиграфе, поскольку предварительное следствие закончено. И во-первых, никто ему во время предварительного следствия проходить полиграф не предлагал. Поэтому вести речь о том, что он якобы отказался от полиграфа, нету оснований. Но, тем не менее, адвокат особы Романек, она почему-то говорит, что Зинченко якобы отказался от детектора лжи. Неправду говорит Романек. Но это и не удивительно. То есть много неправд она продолжает говорить. Деньги получает, да, значит, можно говорить все, что взбредет в голову. Значит, показания, как сообщил Зинченко, как обвиняемый он даст суду, но только после этого он расскажет, что и как происходило, в том числе при его посещении города Львов. Также Зинченко сообщил, что при задержании его избили. То есть какой-то человек в гражданской одежде зашел вместе с группой захвата и во время задержания ударил Зинченко по щеке. При этом ударе он потребовал, чтобы Зинченко сообщил ему пароль от своего телефона. Но Зинченко отказался это делать. В дальнейшем пришел следователь и говорит, что все стало на свои места. Но тем не менее, вот это вопиющее нарушение при задержании, то есть избиение задерживаемого, это вообще ни в какие ворота не лезет. И это нужно обжаловать вообще-то, такое поведение группы захвата. Что касается Софии особы, ну, она в ударе. То есть она говорит про Божий суд. То есть она уверена, что не она заказчик убийства своей матери и хочет Божьего суда. Ну, предположим, она так сообщает, но посудите сами. Она собиралась со своей матерью выехать в Болгарию на отдых, и в этот день Фарион была убита. Но в то время, когда убивали Фарион, телефон Софии Особы был на 4 часа выключен. Непонятно, как это люди, которые вместе собираются выехать на море, и когда Фарион собиралась на такси выехать к своей дочери, как же эта дочь в ожидании своей матери, она выключает телефон? Не вяжется вообще-то, поэтому, что касается Божьего суда, то подозрение в мотивации и в том, что
подозрение это обоснованное продолжает оставаться. То есть София Особа вполне вероятно может оказаться соучастницей убийства своей матери. Об этом тоже я раньше говорил. Также Особа заявила, что она точно знает, что Зинченко переодевался в Брюховецком лесу возле Львова. Откуда она это знает, трудно сказать, но так она заявила. Также во время своего спича корреспондентам, значит, возникла перепалка с группой поддержки Зинченко, и во время этой перепалки София Особа вдруг заявила, что группа поддержки Зинченко, она состоит из людей, которые недостойны жить в Украине. Группа поддержки это кто? Это женщины, да? Это, значит, адвокаты, это мать Зинченко, это отец Зинченко, это, например, вот я, сторонник справедливого суда. И что София Особа призывает к тому, чтобы этих людей, то есть изгнать из Украины, то есть депортировать. Это призыв к депортации, и это равносильно призыву к геноциду. Это преступление, и уже можно обоснованно предъявлять обвинение в призыве к геноциду, которое совершила София Особа. Нужно посмотреть, чья подследственность этого преступления, куда подается такое заявление и в каком порядке возбуждается уголовное дело. То есть либо прокуратурой, либо полицией, либо судом по заявлению, значит, гражданского обвинителя. Но об этом чуть позже, если дело до этого дойдет. Значит, но, по всей видимости, этот призыв к депортации, поскольку дело политизировано, призыв к геноциду, оно касается не только группы поддержки Зинченко, а касается всех сторонников, правозащитников, русскоговорящих граждан Украины, против которых выступала Фарион, которая призывала к депортации русскоговорящих, и неоднократно она это делала. Ну, помните, да, как она говорила военным: сели на танк и поехали в направлении Москвы. Значит, вот такие призывы раздавались. И вот сейчас в процессе, значит, позиция сторонников Фарион не изменилась. Они продолжают призывать к геноциду русскоговорящих граждан Украины. Значит, кроме этого, София Особа строго следит за тем, чтобы присутствующие в зале заседания не нарушали запрет о прямой трансляции. Ну, видно, есть ей что скрывать в процессе исследования доказательств, в частности. Ну, например, факт тот, что Петлеваны доказательства в виде флешек он носит в карманах и где-то разгуливает с ними. Потом эти флешки перестают запускаться, видео перестает транслироваться, делается дубликат видео доказательств. Ну, в общем, беспредел полнейший. Ну, вот такие были новости по этому делу. И так, значит, отводы не были заявлены. Значит, Петлеваны остался, коллегия не изменилась. Значит, исследовались доказательства. Какой-то там Михайловский появился в составе следственной группы, который не является следователем, но который по непонятным причинам включен в состав этой группы. Зинченко не проходит полиграф, потому что уже поздно. Показания будет давать, значит, в том числе о том, что находится там в телефоне. Зинченко сообщил, что получил удар по щеке во время задержания. София предлагает совершиться Божьему суду. Но если Божий суд, так какой может быть суд тогда гражданский? Тогда уже жди Божьего суда.
если ты уже справедливости хочешь, да, отмени свои претензии, выйди из статуса потерпевший и жди Божьего суда. Может, он нагрянет. Значит, но Божий суд, с учетом того, что особо призывает к геноциду русскоговорящих, я думаю, что его результат будет прогнозируемым. Вот. Ну и следующие заседания были назначены на 26 марта и на 2 апреля в 12 часов, а также 9 апреля и 11 апреля на 10 часов. Будем ждать этих заседаний, будем смотреть, что там происходит, и сообщать, конечно же, вам, делиться впечатлениями, делиться своим анализом того, что там происходит. Ну и будем ждать результатов. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте, кто может. Всего вам доброго, до новых встреч.